Ну что, мы потихоньку собираемся, как всегда, наш любимый состав. Значит, Леха на Тенере, Андрюха на Энцехе, я на своем Вашторме. Значит, сегодня у нас будет по серпантинам покатуха. Вот, чисто без оффроуда, как всегда, классическая заправочка Repsol. Так что посмотрим, что будет. Короче, вместо Энцехи сегодня у нас МТ-07. Ну, мы едем по серпантинам, я думаю, как бы все будет чуть-чуть. Всем привет! Сегодня мы едем по местным серпантинам. Посмотрим, как мой мотик будет вести себя и конкретно и в серпантинах, как будут закладываться, как будет езжать дорога, насколько мне будет стрёмно, не стрёмно. В общем, протестируем. Едем сегодня я, Андрюха, Леха и еще кто-то на терке, Серега. Еще к нам присоединится один чувак на Триумфе, но вот дальше. Так что не переключайтесь. Я немножко подсохла цепь. Сейчас у Андрюшки возьмем смазочку и подсмажем мопед. Зашибись. Сделано. Итого. Температура за бортом 28 градусов. Вот, мы начинаем наш путь. Значит, впереди лайтовый маршрутик по трассам. Чекаем, все ли застегнуто, чтобы ничего с карманов не повыпадало. Ничего нигде не потерять. Ждем пацанов, пацаны догнали, все отлично. Потихоньку начинаем ехать. Сегодня мы раскатываем сугубо эти серпантины местные, поэтому с нами сегодня один стритец. Присоединится Триумфик по дороге. Но на самом деле серпантин — это такая штука, от которой я кайфанул, приехавший только в Испанию. Потому что в Украине я не знаю, где можно найти места, чтобы покататься на серпантине. А вот в Каталонии тут, по сути, только на серпантинах ты и катаешься. Вот. Ну, я скажу, что это очень круто. Это сильно отключает голову. Значит, дорога у нас сегодня дальняя. Мы едем, олени дорогу перебивают. Мы едем часа 3, маршрут часа на 3 с остановками, совсем это в одну сторону. Поэтому я как бы вот эти прогоны лайтовые записывать не буду. Лучше уже как бы по самим серпантинам в горах я вам позаписываю и покажу как бы интересные, красивые места в Каталонии, да, потому что, сейчас прогоны, обычные загородные дороги, ничего особенного. Вот, легенькие поворотики. Так что как бы тут смотреть не на что. А вот там уже дальше, там будет реально красиво. Вот, там будет красиво, там будут крутые повороты, там будет узкая дорога. Вот, там будет с одной стороны лес, с другой стороны обрыв, возможно, даже. Поэтому сейчас как бы смотреть не на что. Включимся уже непосредственно, наверное, на первой точке или как бы где-нибудь, где будет у нас остановка. Нам в пути еще 20 минут. Вот, тут, конечно, очень красиво, я не спорю, но будет еще красивее. Поэтому не переключаемся и едем дальше. И тут уже температура за бортом 24. Вот это вот банально. Ты проехал 10 минут от Барселоны, и температура сразу так херакс, минус 3 градуса или плюс. Пути нам еще 18 минут. Так для меня еще новый. Ну, типа, я вот первый раз на нем, на серпантиновых. Как он себя поведет, как он закладывается, что ему нравится, что ему не нравится. В принципе, оффроуд. В принципе, все это как бы, дает о себе знать. Поэтому вот выезжаем, так как бы булочки напрягаем периодически. В этом тоже кайф. Что-то мы растянулись очень сильно, вот это не есть хорошо. Пацаны отстали. И мы надеемся, чтобы их не пропустить, и они нас не пропустили. Серега как бы новичок на большом мотоцикле. Он серпантины побаивается, это в принципе нормально. Андрюха ехал со мной, но я его уже тоже давненько не видел. Просто чтобы они не потерялись. Вот в чем беда. Вот тут как бы друг друга потерять очень легко. Мы с Лехой решили так, что в принципе, чтобы не ждать пацанов, едем сейчас на точку, до точки 8 минут. Вот. И, и там уже встречаемся, станем нормально и покурим, и отдохнем. Но Леха говорит, ему жарко. Но он и в экипе серьезно там оделся. Ждем пацанов на точке, у них точка есть. Даже если они блоканут, их навигатор должен вывести на точку. Вот. И там уже встретимся. Вот он.
Old school! Ха-ха-ха! Yeah! А, мы к речечке приехали или к озеру. Что такое мне Леха рассказывал. Сейчас посмотрим. Горная речечка. Ёпс, today! Как же это красиво! Так, ну что, мы с Лехой приехали на первую точку. Пацаны отстали или их повел как-то не так навигатор. Ну, в общем, сказали, что мы встретимся ближе. Не ближе, а на второй точке. В общем, сейчас я покурю. И мы поедем на вторую точку. У Лехи нету этого, связи. Я за ведущего. Продолжаем путь. Следующая точка у нас через 2 минуты. Там у нас пацаны должны быть. Нас ждать. Вот, что ли я закрыл, вроде все закрыл. Выключаем аварийку. И едем. Где-то тут наши пацаны. Должны быть. Но это не наши пацаны. Как всегда, все грустно. Там, где вот велосипедисты сейчас едут, разбитый мотоцикл лежит. О, а вот и наши пацаны. Мы нашли друг друга наконец-то. Говорят, третью ставить в навигатор. Ну ладно, я надеюсь, от Лехи не отстану. Сейчас уже едем на третью, уже на третьей потусим. Вот это потеряшки, как всегда. Короче, ого, пацаны удрались крепко. Ну, если что, я третью точку встану, найду. Вот это да. Вот это поворотик. Вот это без читерства, конечно, ездить сыкаться. Пацаны уперлись дальше, так что я их догоню. Очково реально чуть даже подсковывает в плане этого поворота и всего остального. Респект Лёше еще раз за маршрут. А ты что-то... И вот тоже внутренний поворот лучше всегда держаться подальше от разделительной линии. Почему? Потому что ты выходишь из поворота в наклоне, да? Грубо говоря, мотоцикл у тебя на полосе, а голова уже твоя на соседней полосе навстречу. Если что-то будет впереди, то как бы будет довольно-таки страшно. Вот, и ты в наклоне, ты не сможешь резко поменять траекторию, выровнять мотоцикл или еще что-то. Поэтому как бы всегда запасно брать. Это лично мое какой-то мой неадекватный страх, скажем так. Да вот. Поэтому я так стараюсь делать. Хотя не всегда у меня получается. Я на мотике езжу по траектории. Кто-то влетел. Вот поезд. Ну и комфортно для тебя скорость. Нормально ехать 50, едь 50. Надо не за кем гнаться. Чего? Это как бы, ну, лучше ты 53 раза поедешь по 50, здесь или еще где-нибудь. Чем погонишься за кем-то и будешь валяться с разбитым мотоциклом где-нибудь, дай бог. Поэтому где комфортно, я говорю, 50 ехать. Да, там пацаны где-то пропали. Вот. Где комфортно, едь 50. Вот дядьки уже посерьезнее. Ну тут дядьки посерьезнее, они, наверное, с 20 лет тут ездят на этих мотоциклах. Уралесят. Я надеюсь, я не отстану, потому что или не потеряю, могу отстать. И тут таких дорог просто тьма, просто тьма. Я говорю, ну серпантины катайся не хочу. Просто кайф, просто кайф. И что же сильно расшляпивается. Функциональный красавчик, у меня сыграет, руль бросать. Потому что для меня это новый опыт, новая дорога, неизвестная. Тут чуваки могут делать по несколько лет одной этой дороги. Вот, хорошо. Ну вот. И это нормально. Кстати, по воздуху и температуре 23 градуса, с легкий горный такой, свежий воздух, не жарко, по кайфу. Вот.
Очень-очень приятно. Вот, у меня уже, походу, задний тормоз начинает сдавать. Переходим на передний. И что самое прикольное, ребята, у меня уже там камеры подсувались. Вот. Это только начало. Только третья точка из 7 где-то. Ну, как бы, еще 2 батарейки есть, но понятное дело, что надо где-то встать, поставить себе точку, да. Сейчас какой-то съезд иду. По-любому это сделаю, просто потому что я не знаю, куда я еду. Да, еще побаивает мотоцикл. Это нормально. Катайся потом, боюсь все его возможности. Потом будет проще. Это первые такие выезды. Сейчас стану запаркуюсь. Почему? Потому что надо посмотреть, я всех потерял. Все потеряли меня. Вот, поэтому надо... Ой-ё, у меня еще и интернета нет. Беда. О, отлично. Он меня нашел, пути еще 10 километров. Пропусти. Он сильно быстро едет. Посмотри, ах, под коленочку. Ну, лучше его не задерживать. Они тут у них свои приколы. В общем, я остался один. Но оно того стоит. Я не знаю, можно тут ездить или нельзя. Ну, короче, потихоньку буду ехать. Ну, типа 30, уже хоть скорость не нарушать. Ну, знаков не было, что сюда нельзя. Это, конечно, сильно. Куда я заехал? Смотри, нет. Так, и... Тут мне надо резко повернуть, ага. Но я куда-то заехал явно не туда. Как тут красиво, ё-моё. Нет. А, давай тут встанем, потому что лучше стать вон там, но уже. Ё-пересети. Все, короче, надо посмотреть, что мне пацаны написали. Где они есть. Бо я что-то, короче, сильно потерялся, походу. Я, как всегда, самый профессиональный профессионал. Не включил навигатор, когда мы ехали. Думаю, да что там до 3-й точки доехать. И в итоге я потерялся. Но зато я нашел вот такую красоту. Это просто, блин, божественно. И всю дорогу, серпантины дороги вот с такими вот поворотами. Ты выходишь такой, фу-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и туда пошел. Вот так вот оно все. Это просто незабываемо. Так что, ребята, мой вам совет, как бы начинающим, да, не наступайте на мои грабли, даже если вы остановились и срочно все это, включите точку, включите навигатор, потому что я думал, да что это, от пацанов не отстану. Отстал, где-то замедлился, где-то в тачку уперся, они уехали вперед, и в итоге как бы ты вот он ты, один. Вы только посмотрите на это. Это же просто, ё-моё. И тут вот деревушка, короче, там какие-то виллы. Все это же, блин. Это обалдеть. И дальше, короче, мне туда. Дальше в эти все леса, в эту красоту. И потихоньку поехали. Поменял в камере, скажите, я вам скажу. Аккумулятор. Вот. Я так понимаю, лучше не спешить, потому что узко. Можно уйти вниз очень легко. Нет ни ограничителей, ничего. Еще и машины встречают. Тут, походу, не самая популярная дорога для этих. Мотоциклистов, тут нету никого. Вот, запрещено заезжать. Хотя не запрещено. Ну да, для такой резины, для такой грунтовки нужна хорошая резина. По камням тут не поездишь. И вот я еду 30 км в час, но мне в кайф. Как вы не понимаете, что, блин, ну ты едешь в такие места. Вот кайф езды на мотоцикле в чем? В том, что ты являешься частью процесса. На машине ты просто наблюдатель. Тут ты чувствуешь все. Ты чувствуешь запах, ты чувствуешь ветер, ты чувствуешь перемену воздуха. Все это дает тебе только мотоцикл. И поэтому в таких местах очень важно ездить именно на мотоцикле. Кто кому должен уступать, я не знаю. Но меня сюда Google ведет опять-таки.
Вот, легкий оффроуд начинается, ё-моё. А, нет, я думал, мне надо ехать туда. Я уже, честно, очкую даже немного, но тут все нормально. Ой, речушечка, вы посмотрите, ёлки-палки. Надо ехать. О, ты что, вот это штурмануть, да? Блин, ну мне легкий эндурик нужен. Как тут кайфово, слушайте. Я на тяжелом я не поеду. Вот это я нашел место, вот это кайф. Короче, не зря я профукал пацанов. Все-таки вот знаешь, ищи во всем плюсы свои, да, вот какой-то загородная тусовка. Дети гуляют, это скорее всего какой-то этот, типа лагерь. Да, нет, куча этих. Может, кстати, тут можно и форельку половить, не исключено. Очень похоже на форелевую перку. Блин, ну как тут круто, ё-моё. Это просто, ребята, честно, вот это, знаешь, заблудился. Вот, кстати, самое крутое место, это когда ты вот это вот заблудился. И я знаю короткую дорогу, естественно. Так что, в принципе, я не знаю, я только что давал вам совет не ехать. Не повторять моих ошибок, но, ребята, я сейчас, если честно... Ой-ой-ой. Сейчас был очень страшный момент. Почему? Потому что там намыло гравия мелкого. И я в наклоне заходил в поворот. Если бы я уже макнул бы передний тормоз, то сейчас бы мотик между ног бы ушел бы у меня. Вот. Поэтому тоже такие моменты я всегда ногу держу на заднем тормозе. Нельзя переносить вес наперед, даже закрывать газ. Почему? Потому что получается, что вот даже здесь, да, мелкая гравийка. О, съехал немного. Потому что если ты загрузишь морду, то морда может поплыть. И ты уже вот тяжелый мотоцикл 200 килограмм, ты уже его не спасешь. Он просто у тебя упадет между ног. Это хорошо будет, если скорость маленькая, если большая. Поэтому вот 40 км в час едем комфортненько со своей скоростью. И в таких моментах ногу, вот я, допустим, прямо сейчас держу на заднем тормозе. Почему? Потому что неизвестна мне ни дорога, ни встречка. Может быть такое, что мне в любой момент выйдет сейчас машина какая-нибудь на встречу. Вот, может быть, что она будет быстро ехать. Вот, видишь, пешеход, допустим, может быть. Так что и такое может быть. Поэтому спокойно едем, не превышай, наслаждайся процессом. Типа, тут вот не стоит. Бегуны какие-то тут бегают. Вот. Тут тихо, глухо и очень круто. Я сейчас думаю о том, что Жека говорил, что там можно попасть на какой-нибудь нереальный штраф. Вот, ну опять-таки меня навигатор сюда повел. Я не выбирал эту дорогу сам. Вот так вот заблудился. Вот смотровая площадочка. Ну, потихоньку едешь себе, не напрягайся. Людей не шарахают. Ну, носиться тут страшно просто. Просто страшно носиться. Даже быстро ехать. Почему? Потому что куча намытого гравия на дороге. Тут обрывы везде. Вот, как я и говорил, да, у тебя с правой стороны. У тебя с правой стороны гора, с левой стороны обрыв. И ты едешь. Все-таки это дорога, потому что вот отметины есть. Ну, блин, классно я заблудился, классно. Бензина хватает, мотоцикл, слава богу, все нормально. Работает, не греется, ничего. Показатели в норме. Поэтому едем. Я надеюсь, меня пацаны на третьей точке дождутся. Я бы уже перекусил бы что-нибудь. Вот. На время не могу посмотреть, потому что все внимание сосредоточено на дороге. Но я могу только глянуть, что мне осталось ехать 13 секунд. Сейчас 13. Ну да, уже 13:11, пора уже обедать. Но какая классная дорога. Я говорю, тут даже спешить не хочется. Вот я еду 40 км в час, мне больше и не надо. Во-первых, больше ехать страшно. Во-вторых, вот дорога, деревья валяют посреди дороги. Во-вторых, зачем? Просто ты хотя бы при 40 км в час ты хотя бы успеваешь взглядом накинуть вообще, что тут происходит. Что здесь, какая красота и все остальное. Вот. Вот опять-таки поворот, гравий мелкий. Понизился потихонечку, вышел, добавил.
вторую включил, поехал. Вот, это очень круто. Я не знаю, как поехали пацаны. Вот, но я так понял, что конец пути у меня, ну, конец пути. До финиша буду ехать один. Но, блин, вы посмотрите на это, вы посмотрите на эту красоту. Это незабываемо, это неописуемо. Единственный минус всего этого, что негде поставить мотик и нет возможности это все поснимать. У тебя, кстати, в чем еще плюс езды одному? В том, что ты едешь в свой темп, ты ни за кем не гонишься, ты никого не ждешь, ты ни на кого не оглядываешься. Все круто. Вот, я говорю, вот я еду вот 40 километров в час, когда там 30 написано, ну, еду 40, да, мне комфортно, мне нормально, я могу притормозить, я могу это. А обычно, когда толпой, кто-то едет быстрее, потому что лучше привык к мотоциклу или просто увереннее себя чувствует, да, на мотоцикле, чем ты, допустим, сейчас. Вот я жарю, у меня, мне кажется, проблема в том, что я не вкатанный в мотоцикл. Может быть, я тут доехал бы там 50-60. Но это уже тоже опасно, хотя бы просто потому, что покрытие срём. Но вот сейчас мы выше поднимаемся, сейчас покрытие лучше, потому что все говно стекает вниз. Вот. И как бы можно чуть поувереннее ехать. Но когда я был внизу, там покрытие, ну, вот на поворотах резких, и все, это вот везде был гравий, вот как вот здесь, например. И малейший этот наклон или еще что-то, плывет колесо, и ты просто уходишь. Ох, как же я кайфую, господи. Я очень надеюсь, что я дождусь пацанов, мне еще ехать 10 минут. Или пацаны меня дождутся, или я пацанов дожду. Вот. И Леха отстал, не Леха, а Серега. Серега отстал на МТ, он как неуверенность. Я себя неуверенно чувствую здесь. А он так себе ходит. Он ПРСТ. В общем, каким-то чудом боком я нашел себе маршрут, вот, который едет. Ну, это как всегда, все самые веселые истории начинаются с таких вот, где-то повернул, где-то потерялся, и в итоге у тебя вот просто. Да, вот такая красота. Ну вот, так что... А это еще, это только третья точка, их штук 7, чтобы вы понимали. Поэтому, я не знаю, как бы резать придется на монтаже. Ё-моё, дофига и больше не говорится. И это глухой край, тут нет вообще никого. Я вот 2 бегунов встретил и все. Одного бегуна, одного пешехода. И пару машин. Вот это меня навигатор довел, конечно. Ну что ж, едем, пацана. Я очень и очень рад. Это прям вообще. Какая-то по-польски это. Ну это хайковая тропа, я так понимаю. Может быть сюда нельзя, но знаков я не видел. Меня сюда ведет этот навигатор. Я еду пацанам. На, ну кстати, вот тебе, пожалуйста, ограничение скорости. То есть если тут нельзя было бы ездить, тут все было бы закрыто. Вот дорога начинает пошире. Воздух сверху, это, конечно, тоже. Ребята, оно того стоит, реально. Я не знаю, тут меня пацаны на третьей точке или не ждут. Вот. Поэтому вот такое бывает. Ну, разъехались, слава богу. Вот опять-таки, почему 40 километров в час я еду? Потому что вот такие моменты могут быть. Те, кто думал, что я буду ему навстречу ехать. Нет, и я уже еду, бог знает сколько. Я не уверен, что мы встретимся. Это уже, значит, где-то я подбираюсь к цивилизации. Эти машины встречаются, скорее всего. Блин, ну кайф, конечно. Сейчас не посмотрим. Тут здесь суча ходит. А, да, где-то цивилизация рядом. Ну, я стараюсь их не шугать, потому что ты там где-то огнёт случайно, они там тебя. Ну, надо Сигуригат. Ну, окей. Но у меня туда навигатор ведет. Что я могу поделать? Не, ну
Говорит, что может машина свалиться. Надо аккуратно ехать. Но тут как бы это детская где-то тусовка. Какой-то лагерь или что. Ё-моё, мне сюда хоть можно? Это прям узенько-узенько. Мне, если честно, страшно сюда ехать. Ну что ты делаешь? Еще, ох, замок. Я еду потихоньку. Вот. Не нарушаю, вон, видишь, ограничение скорости. Значит, ездить тут можно. Знаков не было, как там. Вот тут стоп. Нельзя, тут пока резиденты. Короче, одно, на что я надеюсь, это на пацанов. Что они это. Вы видите, я не вкатанный в мотоцикл. Мне будет страшновато еще люто носиться по этому. По всем этим моментам. Поэтому... Так, куда мне ехать? Да? Пять минут езды осталось. Капец, как тут красиво. Ты как будто бы в Британию в какую-то попал. Вот, посмотри. Ой, ё-моё. Наслаждаться жизнью тут, конечно, да. А на велосипеде это еще прикольно. Правда, чуть сложнее. Но на велосипеде есть плюс. Ты приехал на машине на нем, сел, открыл себе точки, проехал маршрут. И через 150 метров уступи дорогу. А, круг. Ага, круг. Молодежь, куда бы меня поведет? Да, мне вот сюда. Верни. Тут не так красиво. Вот, не сюда, да? Капец. Я, если честно, я в шоке, отвечаю. Это так круто, блин, просто. А даже мелкий дождик, или я не знаю, что мне капает на лицо, но даже это меня не смущает. Я, честно, я кайфую. Просто кайфую, ё-моё. Вот. Я не спешу, потому что зачем? Ну все, тут уже точно цивилизация, меня никто ругать не будет. Блин, я в такой свадьбе я еще не был, конечно. Это было все. В такой свадьбе я еще не был. Ехать 3 минуты, я думаю, скорее всего, это либо к Храмку подъеду я, или еще куда-нибудь. Кстати, старая какая-то японка стоит. Вот, новая японская, старая японская, новая японская. Близнецы догнали. Ладно, это красавчик. Кто-то замахнулся как-то. Слушай, я кругаля дал такого по Мадриде. Прекрасно. Зато тут собираюсь. И будет пацанам повод посмотреть видос. Потому что я ездил там, где я не ездил. Жалко, что трека никакого не стоит. Вот. Ну, в принципе. Зона, короче, нельзя ходить. Я уже никуда не спешу, бо, если честно, я подустал. Ну, посмотрю. На простых машинах тут никто не ездит. Вот тоже важный момент, желтый вот это вот. Это все натягали с выезда. Ну, потому что я балбес. Потому что я балбес, и я... Я не включил навигатор. А я смотрю, можно ли тут как бы стать, если на что тут посмотреть, чтобы стать. Да, скорее всего, пацаны где-то остановились, а я нет. И из-за этого мы
получается, и разъехались. Я поехал дальше, они не поехали дальше. Вот. Или они где-то повернули, а я нет. Так ты тоже не будешь сидеть постоянно за тем, что за тобой едет. Я уже близко. А, я понял. Шофёр едет. Ай, однозначно дальше. О, еле. Как-то я привык тут больше видеть эти Range Rover. Еле тут дико. Честно, я уже даже подустал. Я только что ехал на улицу. О, ура! Нифига себе! Я их нашел! Ура, ура, ура! Ха-ха-ха! Fuck yeah! О, да, хлопцы-горобцы. Какой кайф. О, уже и телефон садится. Так, теперь надо бы потушить мотор. Вот так вот. Фух. Короче, я наконец-то нашел своих пацанов, правда, я не знаю, где они. Да, все круто, все нормально? Да, слава богу, все хорошо. Ну и, короче, где-то я от вас отстал. Вот. Где-то я от вас отстал. Или вы свернули, или что. А я поехал дальше. А я ж без навигатора. И такой, типа, что-то давно никого нету. Надо оставить это. А я уже такой заехал там, где вообще никого нет. Вот. Типа людей нету. И я такой думаю, да что ж такое? Включу-ка я навигатор. Смотрю, а мне еще 40 минут к вам, ну минут 20 к вам пилить. Думаю, что-то я явно не туда этот поехал. Одна из локаций интересных. Это типа дамба. Вот. Вот так вот это все выглядит. Лайтовенько, я бы сказал бы. Такая вот речушечка. Вот. Русло. Ну, блин, прикольно. Главное, сейчас камеру не уронить. Тут будут непереливки. Нашел себе штурвал. Я теперь этот, капитан корабля. Вот так. Мы стартуем дальше. Я перекусил, пацаны, оказывается, еще не ели, но у меня 2 бутерброда, поэтому мы на какой-то источек будем кушать. На 6-й, пацаны говорят. Двигаемся потихоньку к мопедам. И едем дальше.